Привет, девочки и мальчики, меня зовут Маша, вы на канале Фиалковый Медведь, добро пожаловать! Так, сегодня снимаю базовое видео, отзыв про Nordic Sky. Очень хотела я сделать отдельное видео под это все дело, чтобы люди, которые не смотрят влоги, Лама, ты у меня будешь держать мою закладку, красота. Вот, очень я хотела сделать отдельное видео для тех, кто влоги не смотрит и просто хочет посмотреть мнение других людей, да, отзывы о работе, о пряже, которую они там собираются купить, либо собираются с ней работать, либо, ну, в общем, вы поняли, интересующиеся. Сегодня у нас Nordic Sky. Я могу похвастаться носочками, сделанными из этой пряжи. Вот такие вот они красавчики. Вот, и я работала с оттеночком, вот здесь он появится у вас, и у меня, значит, остался вот такой вот остаток, где мои весы, прекрасные, супер-пупер точные весы, до сотых грамма, значит, носочки, 100 граммов моток у нас был, и осталось у нас 44 грамма. Обалдеть. В общем-то, нехилый остаток у нас остался, и можно, в принципе, связать практически, ну, чуть покороче, конечно, пару вот такой вот, либо поменьше размером. Значит, что я хочу сказать. Пройдемся по плюсам сначала этой пряжи. И плюсы это у нас прекрасные расцветки. Если вы, в принципе, смотрите обзор, да, вы, наверное, уже увидели, какие у них классные, замечательные расцветки, которые, в общем-то, имитируют, я не знаю, не вдавалась в подробности, либо они имитируют ручное окрашивание, либо это и есть, на самом деле, ручное окрашивание, возможно, это и правда оно и есть. Вот, но выбрать есть из чего, и мне было достаточно даже сложно, и я тогда набрала 3 мотка, в котором был, иди сюда, в котором был розовый. Вообще, в принципе. Вот, ну и здесь такой он уже красно-розовый, да, это вот тоже Nordic Sky, понятно, размотанный. Вот, и здесь уже так зеленый розовый, и здесь у нас розовый с белым. В общем, расцветки у нее прекрасные. Вот, я вам продемонстрирую сейчас то, что у меня есть. Вот эти вот растяжки. Ну, красота. Пасмы, они и в собранном, и в разобранном виде выглядят прекрасно, поэтому расцветки это, конечно, преимущество этой пряжи. Плюс. Следующий плюс это ее мягкость. Пряжа безумно мягкая. Если бы мне дали эту пряжу закрытыми глазами и сказали, ну скажи, что это такое, я бы поставила на 100% меринос, потому что она, ну, очень-очень-очень мягкая. Но она состоит из 75% Superwash Wool и 25% нейлоном. Вот. Но как и пряжа сама мягкая, так и носочки, сюрприз, получается из нее супер мягкие. Просто мягчайший. Соответственно, я думаю, что никакой колкости здесь речи не идет. Если вы работали с классической носочной пряжей, то вы знаете, что она все равно немножечко такая шерстистая, там, да, такая чутка, ну, не колючая, но немножечко текстурная такая, то здесь никакой вообще проблемы в этом, ну, абсолютно нет, она полностью мягкая, это точно, я бы сказала, можно из нее вязать не только носки, но и детские изделия. Я думаю, что я уже начала думать вот над вот этим мотком, и, скорее всего, пристрою на какой-то детский маленький свитер. Если не хватит на свитер, ну, пока я буду собираться, моя лялька вырастет, то, может быть, я сделаю какую-нибудь шапку или что-то такое, но она очень мягкая, очень классная. Вот, и, ну, здесь как бы сразу скажу, хоть я и плюс перечисляю, для кого-то это может оказаться минусом, потому что, например, я думаю, что носки мужские из нее, наверное, были бы не очень уместны. Мне кажется, все равно там должна быть больше такая, ну, фактура, да, пожестче. Вот, но они очень ощущаются мягкими и тонкими, и я не знаю насчет их, ну, протирания, да, скажем.
не понимаю, как это будет себя показывать. Следующий плюс, это она достаточно доступная для этого вида пряжи. Достаточно доступная цена, насколько я ее брала, если рассматривать это как handmade окрашивание. Вот, потому что такого рода пасмы, они, ну, в моем мире стоят обычно в 1,5, наверное, разика дороже. Поэтому это, в принципе, ее достоинство. Следующий плюс, насколько яркое это окрашивание, оно не линяет, не теряет своего цвета. Я была уверена, готова была мизинчика дать на отсечение, что вот этот вот цвет, вот это бордо, красный, ну, он хоть как-то окрасит воду, хоть что-то отдаст, но нет. Нет, у меня все осталось, вода осталась прозрачная, носочки остались в своем цвете, и, естественно, знаете, там эти страшные истории, когда ты вяжешь, и у тебя руки окрашиваются, ничего подобного здесь нет, краска очень плотно сидит в носках, и это не может не радовать. Очередным плюсом я хочу отметить, что, в принципе, несмотря на свою там мягкость, да, на все, достаточно, ниточка себя ведет хорошо, я ее вязала на 2,5, выглядит она достаточно плотно, и ниточка, ну, как бы раз чуть-чуть распухает, распушается после ВТО, вот, заполняя какие-либо пробелы. Давайте попробую вам показать мою проблему, да, с этим цветом, в принципе, окрашиванием, стилем окрашивания этой пряжи. Ну, смотрим, значит, это пара носочек у нас, вот этот был первый, вот этот был второй, и что произошло? Вы видите, что первый носочек у нас сильно ярче, чем второй. Сейчас я вам покажу, как выглядит сама пасма размотанная. Видимо, здесь что-то пошло не так, и у вас получается, из-за вот этого вида окрашивания, у вас первый носочек выходит сильно ярче, чем второй. И нет, я не перфекционист, и да, я люблю разные носочки, я их люблю, мне нравится, когда по-разному ведет себя краска, да, на носочках, окрашивание, но здесь мне не очень понравилось то, что это, ну, как бы первый просто ярче, а второй просто как будто ощущение, что на нем начала заканчиваться краска. Вот, то, что там полосы по-разному идут, то, что они разной формы, где-то они зигзагами, где-то зюками, где-то полосочками, вот это мне нравится. Мне не нравится то, что вот, например, здесь, на этом носочке, огромное практически белое поле. Вот это мне не нравится. То есть краска просто, ну, не попала в нормальном количестве на второй носок. Я потом начала думать, ну, почему же так произошло? Потому что, как бы, судя по окрашиванию, да, вот, ну, вот здесь темная сторона, здесь вот такая пятнышко, это все должно выглядеть просто, типа, в полосками, да, какими-то. Но я поняла, почему, потому что вот эта сторона темная, она, ну, плохо прокрашена. И я не знаю, это, ну, как бы, скорее всего, это специально так было сделано, вот, но как это себя ведет в носочках, мне не очень импонирует. И если зайти вот вглубь, да, вот как бы снаружи, ну, оно уже, ладно, размоталось, вот, но если вот здесь, например, вот снаружи оно ярко-красное, да, то есть оно как бы ощущение, что должно быть вот этот кусочек ярко-красный, нет, вы идете внутрь, а ярко-красный у вас только вот здесь вот чуть-чуть налеплен сверху, и все, а внутри уже все, он не прокрас и светло-розовый. И, ну, почему бы и нет, почему бы не сделать вот этот кусочек ярко-красным, да, то есть получается, вы понимаете, что вы начинаете работать с ниткой с верхней, у вас будет этот ярко-красный, а вот когда вы дойдете уже там до конца, то у вас вторая половина носка не встретит этого ярко-красного, и там он будет просто розовый, вот, и мне не очень это нравится, вот, поэтому я люблю, когда нитка, если там уж есть участок, да, какой-то вот темного прокраса, то она прокрашена, а не вот такое вот безобразие. Вот, я лично такое не люблю, но вы можете любить, это, ну, как бы, это окей, и я думаю, что это все классно себя поведет, просто немножко в другом проекте. В носках мне нравится чуть больше стабильности, я не знаю, ну, в общем, что я придумала? Вот из этой я все-таки хочу сделать носки, и я перемотаю ее долями. Вот, я просто, я добавлю немножко рандома. Вот первую часть, самую яркую, я отмотаю и разделю там на 2-3 части. И смотаю ее, соединю с уже следующими частями рандомно, чтобы у меня вот эта яркость встречалась
почаще в носках, то есть я хочу, чтобы у меня оба носка были одинаково яркие. Ну и да, как я уже сказала, я хочу вот из этой, наверное, не буду ее разматывать, она у меня так красиво замотана, пусть она у меня висит сзади. Ну, в общем, здесь тоже какая-то красота происходит, в нее, я думаю, что я уже свяжу какое-то изделие, не носки. Следующий минус, который я заметила, и я не очень понимаю, почему, может быть, вы мне ответите на этот вопрос, почему так произошло. Но пряжа электризуется. Вот пока ее вяжешь, если для вас это критично, у меня все электризовалось, у меня все липло к ней, и у меня вот постоянно носочки друг с другом вот как-то вот слипались, вот именно электризовались. После стирки, после ВТО этот эффект ушел. У меня это не электризуется. Все нормально. Но пока я вязала, были какие-то, может быть, были какие-то магнитные бури, но у меня была такая проблема. Неважно, что я носила, я не вязала их один день, не вязала их в одной комнате, вот, оно постоянно у меня создавало проблему электризации. Я даже сначала подумала, что может быть дело в нейлоне, но нет, с нейлоном я работала, я потом нашла разные виды пряжи, с которыми я работала с нейлоном, у меня никогда такой проблемы не было. Следующий момент – это износостойкость. Я уже упомянула вам, что они безумно мягкие, и они у меня в носке не были. Я их связала, и где-то больше месяца, наверное, они у меня уже тусят в коробочке. Их практически никто ничего не трогает, но иногда я их вот достаю, вот так аккуратненько потрогаю, положу назад, но что я заметила? Ну, соответственно, они прошли уже ВТО, они распушились, вот этот пух, он достаточно такой значительный пушок, вот, и я уже начинаю замечать, что на поверхности этого носочка начинают скатываться штучки. И да, я знаю, что для шерстяного носочка, конечно, это нормально, ну, оно скатывается в носке, и мы это чистим, и потом этого должно, по идее, не быть больше после одной чистки. Но, ребят, это никто не носил, то есть они уже начинают подскатываться. Вот это для меня уже не есть хорошо. Я думаю, что, скорее всего, из-за их мягкости здесь будет более скорая протирка. Я не стала бы их рекомендовать на такую, знаете, агрессивную носку, если вы вяжете, скажем, мужчине, да, носочки, там, которые он будет одевать под ботинки, либо вы сами не очень аккуратно там носите носки, я не знаю, как аккуратно можно носить, если, ну, короче говоря, если вы вяжете носочки, чтобы посидеть на диване и повязать, да, для уюта, для дома, то да, только в путь. Но если вы вяжете какую-то постоянную носку под ботинки, ну, я не верю в них, что они себя хорошо износостойко поведут, потому что, давайте, это были мои домыслы, а факт в том, что даже пока они лежали в коробке, терлись о другие носки, они уже начали подзакатываться, да. Вот такой вот у меня получился отзыв по пряже Nordic Sky. Мне в целом понравилось, но, наверное, не для носочков, либо, да, очень такой вот на чувствительную ножку на аккуратную носку. Вот, я бы их так рекомендовала. Если у вас есть опыт ношения носочек, да, или ношения изделий любых из пряжи Nordic Sky, напишите, пожалуйста, мне очень интересно, как именно они себя поведут по износостойкости. Носочки же эти я буду дарить, поэтому буду обязательно спрашивать отзыв у своей подруги, как ей по носкости они. Вот. А вам спасибо большое за просмотр. Если было полезно, если понравилось, пожалуйста, лайк и всего вам самого замечательного.